Невероятно быстрый, подвижный и очень прожорливый истребитель насекомых. Однако голодные времена превращают миловидного поедателя гусениц в безжалостного хищника, способного расправиться даже с себе подобными. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – далеко не безобидная большая синица. Большая синица, пожалуй, самая известная и распространенная птица семейства. Ее можно встретить в лесах Европы, Азии и даже Северной Африки. При длине тела около 15 см, масса пернатых обычно не более 20 грамм. Тем не менее, это крупнейшая синица в Европе, за что она и получила свое название. Это невероятно подвижная птица, которая постоянно находится в поисках еды. Основу рациона синицы составляют многочисленные гусеницы, пауки, жуки и прочая всевозможная живность, которая ловко извлекается из укромных мест. Пожалуй, это одни из самых эффективных истребителей насекомых, и в период выкармливания птенцов счет жертв может переваливать за 10 тысяч. В этот период родители трудятся более 18 часов в сутки и возвращаются к птенцам свыше 300 раз. Однако с приходом холодов все может измениться. Зима становится суровым испытанием для большинства обитателей леса, и большая синица не исключение. Это очень активные птицы, а с учетом размеров их метаболизм невероятно интенсивен, а значит, они вынуждены постоянно искать пищу. Диета почти полностью становится растительной, но при обилии снега добыть пропитание не так просто, а неблагоприятная температура заметно усугубляет ситуацию. Согласно статистике, холодную зиму суждено пережить лишь одной или двум синицам из 10. Ежедневная потребность в пище может превышать собственный вес, и чтобы выжить, порой птицам приходится идти на крайние меры. При недостатке белка синица может превращаться в хищника и атаковать дальних родственников. В этой ситуации в качестве жертвы была выбрана чечетка, которая немногим уступает в размерах. Цепкие когти превращаются в надежный капкан, а маленький, но острый клюв становится эффективным оружием, которое прицельно бьет в самые уязвимые места, до тех пор, пока добыча не перестанет подавать признаки жизни. Конечно, это не совсем типичное поведение птицы, однако в некоторых ситуациях кормом могут стать даже себе подобные. Скорее всего, эта синица не пережила сильные морозы, но помогла выжить более приспособленной особи. При этом поедается лишь мозг птицы, как самый богатый и доступный источник энергии. Однако нападение на собратьев может случиться и в летнюю пору. Больные или ослабленные птицы в любом случае станут жертвой обитающих поблизости хищников, поэтому бдительные соседи не упускают свой шанс. Легкая нажива притягивает и других голодных синиц, и в результате своеобразный трофей может стать причиной драки. Объектом атаки может стать даже мышь, но здоровый грызун – трудная мишень, и обычно он вовремя успевает скрыться в безопасном месте. Если же подвижность цели оставляет желать лучшего, синица без сомнений воспользуется моментом, и трофеем в данном случае также станет лишь мозг жертвы. Обыкновенная лазоревка – частый сосед большой синицы. При внешнем сходстве она относится к другому роду и обладает более скромными размерами. При этом она не уступает в смелости, и даже если гнездо приглянулось гигантским азиатским шершням, птицы не собираются оставлять потомство. Соседство с такими насекомыми смертельно опасно даже для более крупных животных, но со временем настойчивым родителям все же удается выселить навязчивых гостей. Однако большая синица может стать куда более опасным соседом. Выбранное место еще не обустроено, поэтому за будущий дом разворачивается ожесточенная битва, в ходе которой победа вряд ли будет за лазоревкой, ведь на стороне большой синицы почти вдвое больший вес. Конечно, при таких скромных размерах большая синица – желанная добыча множества хищников, и если от наземных охотников могут спасти крылья, то от пернатых соседей увернуться не так просто.
Разумеется, бдительность и маневренность увеличивают шансы выжить, но ястребы обладают превосходной маскировкой и острым зрением. Они способны подолгу выслеживать добычу на безопасном расстоянии, чтобы в нужный момент сорваться и на невероятно высокой скорости схватить огромными когтями ничего не подозревающую птицу, у которой почти не остается шансов. Невзирая на гастрономические пристрастия, большие синицы – образцовые родители. Обычно они образуют постоянные пары и ежегодно строят гнездо дважды, при этом каждая кладка насчитывает до 12 яиц. Высиживание птенцов – задача самки, самец же исправно приносит добычу. Конечно, даже укромное место не может защитить птенцов от непрошенных гостей, и такие пернатые, как дятел, могут запросто опустошить гнездо. Противостоять сопернику, который в разы крупнее, невероятно трудно, однако родители прикладывают максимум усилий, чтобы прогнать неприятелей, даже если для этого приходится рисковать жизнью. Учитывая самоотверженность и постоянную заботу родителей, птенцы благополучно подрастают и уже через 2-3 недели покидают гнездо, хоть и держатся неподалеку. Пока они еще целиком зависят от взрослых, но уже совсем скоро каждый станет умелым истребителем насекомых. Порой соседство с крупными птицами может быть и выгодным. Этот кот почуял запах легкой наживы, но гнездящуюся поблизости ворону не пугают размеры противника, и она настойчиво пытается объяснить чужаку, что здесь ему ничего не светит. Кот старается добраться до птенцов синицы, но назойливый защитник все же вынуждает его изменить планы. Максимальный срок жизни большой синицы составляет впечатляющие 15 лет. Однако в естественных условиях пернатые живут всего лишь от 1,5 до 3 лет. В целом, большое количество перьев надежно удерживает тепло даже в сильный мороз, но отсутствие доступной пищи для многих становится фатальным. Несмотря на это, высокая плодовитость, находчивость и невероятно обширный рацион питания помогают этим созданиям прочно занимать свою нишу в экосистеме, и сегодня синица вполне типичный обитатель в своем ареале. Стоит добавить, что установка и своевременное пополнение кормушек в разы увеличивает шансы зимующих птиц пережить тяжелые погодные условия и благополучно встретить весну. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!